Здравствуйте. Во-первых, я хочу поздравить Георгия Выдерка с победой. Вчера очень хорошая, считаю, что партия была. Очень хорошо играл. И второй момент. Я сейчас вот буду по ходу объяснять нюансы. То есть я думал, что какая-то здесь мистика. То есть сейчас я покажу, почему я смеюсь. Сейчас вы поймете. То есть какая-то мистика, но тут сегодня вот я на свежую голову понял, что совсем не мистика. А просто, надо мне уже новую книгу, наверное, писать. То есть абсолютно бестселлер будет. Подселение шашечных программ человека. Значит, давайте я вам расскажу по поводу этой позиции. Я играл белыми, Георгий играл черными. То есть одна из программ как раз-то показывает вот этот плохой ход. То есть, я считаю, что это все не мистика, абсолютно не мистика. Меня, наверное, просто подселилась шашечная программа. То есть я вот в этой позиции абсолютно, то есть вообще, то есть видел только вот этот вот ход. То есть, не знаю, как это объяснить, просто как это объяснить. Естественно, надо было 38 делать. Подселилась, в общем, наверное, вот эта вот программа, через которую я сейчас смотрел вот эту вот партию. То есть, другого вывода, наверное, нет. Давайте посмотрим. Так, еще вот я сразу анонс сделаю. По ходу партии вот была интересная комбинация. Я ее видел, естественно, не попался. 32-27 и вот эта вот тактика. Очень симпатичная была. Но она стандартная, естественно. Не попался мне. Давайте быстренько посмотрим партию. И я там расскажу в конце, что я думал, как я, то есть, поиграл эту партию. Я чуть-чуть, почему 31-26, я чуть-чуть смотрел просто партии вот на реграфе Георгия, и мне определенные моменты здесь, так, я сейчас по поводу 32-28 скажу, то есть мне определенные моменты казалось, что надо играть, поэтому вот именно ход 31-26 был. Понятно, есть эти варианты, и вот он достаточно быстро просто начал отвечать 19, 14, и вот поэтому я пошел 32-28. В свое время у меня есть партии просто на эту тему. Я ходил там чуть даже вот по-другому здесь, и меня здесь, конечно, определенные моменты начали вроде бы смущать, что 32-28 пошел. Но, естественно, 19-23 наиболее логичный ход. То есть начал просчитывать и вот эти варианты просчитывал, и 34-30 не понравились мне вот эти позиции после 34-30 определенные. Поэтому решил все-таки разменяться и получить более свободную игру. То есть так вот 13-19 и 17-21 Георгий разменялся. 30-41, покуда на 26, то есть стоит вот эта идея. Здесь, конечно, если связывать вот таким образом, то там просто будет центральная позиция у черных, я считаю. То есть я посчитал там пару вариантов, мне просто не понравилось. То есть играть против центра не хотелось, против вот этой вот круговой шашки. И у меня цель была, то есть максимально здесь, покуда выждать, и возможно, что все-таки где-то, возможно, через какое-то количество ходов перейти на кол. То есть у меня был такой план, но надо было максимально выждать, то есть все ходы, и только после этого перейти в коловую позицию. 44-40 и вот 18-23. Здесь уже время настало, я считал. То есть можно было, конечно, по-другому, можно было 49, тут варианты пойти, но вот 31-26. И здесь 39-34. Естественно, здесь нельзя было 13-18 из-за этого хода.
И вот 11-16, такой достаточно неожиданный ход для меня был. Все-таки мне казалось, что 12-18 будет. И вот, наверное, либо было бы 48 здесь, и потом последующий размен. Я вот сейчас вспомню вот эти вот варианты. На 20-24, то есть вот этот вот размен и вот этот вот ход, по-моему, я смотрел. То есть, я думаю, да, все-таки смотрел вот эти вот позиции. Потом, возможно, что вот здесь вот эти вот позиции я всегда смотрел, тоже пересматривал. То есть, что-то считал. Сейчас я не могу там вспомнить, но идеи были такие. Вот 11-16. 11-16 и то есть здесь не хотелось куда-то на 29. Это тоже размены вот эти были бы, естественно, потому что 16 это уже размены. Конечно, вот этот вот ход был очень интересно, но, честно говоря, я почему-то не рискнул ходить, потому что я тут всего не видел. С одной стороны, вот эта блокировка, с другой стороны, видите, группировка, это достаточно, то есть надо все глубоко посчитать. Я, честно говоря, то есть считал, сидел, но не рискнул в этот момент так вот ходить. Допустим, так. Конечно, такая позиция очень, непонятно, очень сложная. Я, допустим, да, вот эти вот варианты, как-то смотрел, вот эти варианты мне не понравились они. Здесь такой момент, если где-то ход, можно сказать, в сторону, то очень нехорошая позиция получается. Поэтому я вот от этого отошел, то есть решил на технику поиграть. Ну вот, мне, кстати, очень ход понравился, 8-12. Не знаю, может он... Я вот думаю, что он сильнейший, честно говоря. Почему? Он, во-первых, выжидательный, хороший выжидательный, то есть дает повод мне показать какие-то определенные планы. И, во-вторых, достаточно хорошая покуда выдвижка на вот эти вот на размены выдвижка. Но вот я здесь тоже на 39 смотрел, 13-18, здесь просто выдвижка, то есть вообще без проблем. Поэтому на 29, то есть идея такая, хотел при случае, то есть, чтобы 20-24 было, и уже, наверное, было возможно, что вот эти 45-40 играл бы варианты, может 42-37, но тоже здесь какие-то определенные проблемы, видите, были с 38-32, покуда с выдвижкой, потому что хочется эти шашки все-таки поставить туда. Там где-то 18-23 будет, 14-20 размен. Надо вот эти вот варианты все смотреть. Но 12-18 выжидает, то есть уже в этот момент я хочу сказать, что были проблемы у черных со временем, то есть может тоже на меня как-то это повлияло, возможно, хотя на время сильно не смотрел, если честно, то не смотрел. То есть 18-23, то есть идея сейчас мысль покажу, 31-26, 13-18, естественно, вот не было хода 32-27, хотя даже вот если вот этой вот комбинации, то есть не было бы вот этой вот комбинации, ход, конечно, на 17-22, допустим, вот комбинация, давайте я покажу. Комбинации есть, наверное, вот этот. Так, да, надо вот сюда ходить, то есть это бы меня тоже, наверное, не устраивало. Почему? Потому что здесь даже вот этот вот я ход, по-моему, смотрел. То есть как-то позиция получается сюда. Она, наверное, возможно, что она ничейная, но мне тоже вот эта позиция не нравилась, поэтому, то есть автоматом 37-31 и 18-22. Здесь, кстати, сильнейшим считал вот этот ход. Да, что-то как-то у меня завис я. Сейчас будем ждать. Тут уже хочу сказать, что где-то, наверное, минута оставалась. Тут надо посмотреть хронометраж.
не хронометраж, точнее сказать, здесь посмотреть, а запись. Запись была, она такая достаточно наглядная, то есть транслировалась вот эта партия по видео. Но здесь я бы пошел, конечно, 45-40 и так далее, то есть вот эти ходы были бы. То есть, когда время мало, можно, наверное, даже испугаться, хотя позиция, в принципе, нормальная была. На 37 и так далее. Так, ну вот 18-22, такой хитрый достаточно ход. 32-27. Ну, опять вот эти ходы были, я не пошел на эти ходы, то есть, и вот здесь, конечно, момент очень интересный был, то есть, время у меня оставалось, ну, нормально достаточно, то есть, вообще, то есть, я не видел ход 38-32, то есть, у меня только был ход, я считал, что один ход был 31-27, то есть, от слова вообще, то есть, не видел хода 38-32, хотя вот эти все идеи видел, что нельзя ходить здесь никуда, это понятно, это все видел. То есть, здесь надо было, конечно, остается 4-10, позиция здесь ничейная, но дело в том, что по недостатке тоже времени, не знаю, тут нюансов, конечно, много, но вроде бы все автоматом, она, конечно, ничейная позиция. Я думаю, что вот если бы так было, то ничья бы, наверное, была. Смотрите, то есть автоматом идет. Но я первый в дамках здесь, конечно. И вот, ну, ситуация такая, то есть, допустим, так, ну, я приблизительно варианты здесь показываю, то есть, вот, здесь-то и так далее. То есть, вот, от слова совсем, то есть, вот, есть, просто не видел, то есть, я видел только этот ход, не знаю, то есть, наверное, у меня точно подселила шашечная программа, но, то есть, конечно, вы полный, то есть, как это, при том, что я имел достаточно много времени, то есть Георгий там имел, ну, наверное, минуту там, может, с чем-то, ну, конечно, это, конечно, какая-то, я не знаю, фантастика. Подселение, вот, у меня новый вид, то есть, как это, новое определение, подселение шашечной программы шашиста, наверное. Ну, это, конечно, это фантастика. Я, кстати, то есть получается, что вот, видел вот эту вот идею уже только после того, как я, получается, вот вышел с центра, то есть где место игры, с ЦОПа, вышел, вот только после этого видел, то есть и для меня очевидно было, что вот этот ход был, но здесь вообще ничего вот, не видел, кроме 31-27. И вот этой вот идеи, самое интересное, что я проверял, то есть сидел, достаточно долго проверял, просто, то есть не видел вот этой идеи, просто не видел, просто не видел, то есть я там, наверное, раза 3-4 проверил, просто не видел, потом уже, когда мне начали проводить, то есть я уже, не проводить, точнее сказать, наверное, вот здесь вот где-то я уже увидел это только. Ну, здесь уже проиграна позиция, то есть что-то так как-то тоже надо было уже сдаваться, но я как-то еще что-то интуитивно продолжал играть. Но так, где-то здесь, кстати, выигрыш был. Так, где-то здесь выигрыш был. А, да. Это нам Виталий Семенович Ворошилов подсказал, судья. То есть был здесь вот этот вот вариант, раз, и собрать все сразу. То есть, да, вот такой выигрыш сразу был. Ну, там и так выиграно, то есть без вопросов. То есть, да, здесь уже просто вот отдача последовала, ну и, естественно, выигрыш. Это что-то там пытался. Не знаю, что я хотел, кстати, в этот момент тоже непонятно, что я хотел в этот момент. Надо было сдаваться, конечно, сразу здесь. Так, ну вот здесь вот надо было сдаваться. Ну вот такая вот интересная партия была. Интересно, конечно, мозг, интересная штука. Ну, я вот несколько раз повторяю, там хотел я другой чуть канал создать, ну, я не знаю, да, доживу ли это до того, что создать канал, когда это будет, то есть через сколько лет.
если он вообще создастся, то есть много интересного, то есть я могу рассказать о мозге, допустим, вот как у шашистов функционирует, то, что я читал на лекциях при подготовке повышения квалификации, вот там у нас в ГУВКе, то есть я там раз в год веду лекции, надо было, кстати, все-таки как-то это все систематизировать, записать, ну и там новые сведения каждый раз какие-то есть интересные, и вот надо все-таки как-то заняться этим делом, и даже у меня мысль с книгой была именно по тренировочному процессу, но, к сожалению, времена такие, что не до книг сейчас. Поэтому вот такая партия, и продолжаем смотреть чемпионат. То есть, я думаю, приобретает достаточно интересные такие очертания, и мужской, и женский, поэтому будем смотреть и, естественно, наблюдать за творчеством. Ну, за остальными результатами, конечно, кроме творчества. До новых встреч!